У каждого, я думаю, наступает такое время, когда вы берете пульт в руки и вам хочется его вытереть. Раньше как с этим боролись? Я еще это время застал. Видел, делал, вот так вот засовывали, там как-то сзади заклеивали скотчем или еще чем-то, или как-то там по-другому извращались. Получался у вас вот такой вот запрезервативенный пульт, которым вы пользовались. Ну, якобы он должен был оставаться чистым. Но, к сожалению, он почему-то внутри все равно был грязный. Сейчас, я надеюсь, никто таким делом уже не занимается, но пульты, к сожалению, пачкаются. Причем пачкаются сильнее те пульты, которыми реже пользуются. Ну вот, например, кондиционер. Пульту много лет, ему 8 лет, исправно работает, все хорошо, но сами видите, уже как бы грязный он стал. Вот этим пультом, это от музыкального центра, пользуюсь, но крайне редко, если честно, он год пролежал без использования, но лежал он вверх кнопками и просто припал кучей пыли, которую вот просто так, к сожалению, оттереть не получается. Этот пульт максимально в использовании, но на вид он максимально чистый. И вот этот, кстати, пульт тоже максимально пользуется, он тоже чистый. Видно, что собралась вот вокруг клавиш такая вот не очень приятная пыль, грязь и прочее. Ну и вот там взял для примера вот такой пульт, который проще всего сделать чистым. Для этого нам понадобится всего лишь тряпочка из микрофибры. Все, пульт чистый, с этим разобрались, разбирать его не нужно. А вот на белом грязь довольно-таки заметна, и, наверное, с него мы все-таки и начнем чистку. Почему я взял такие пульты? Потому что они абсолютно разные. Этот довольно-таки сложный пульт. Тут и голосовое управление, и гироскоп внутри стоит. То есть можно движениями управлять. То есть довольно-таки сложный пульт. Обычный простой самсунговский, простой от Пионера пульт. Обычный, как для кондиционера, пульт с ЖК дисплеем. Плюс-минус они все разбираются одинаково. Видите, сзади винты откручиваете, винтов не видите, значит все на защелках и надо расщелкивать. Чуть не забыл. Для того, чтобы полностью очистить, я думаю, нам хватит обычной микрофибровой тряпки, ну не знаю, может какого-то мыльного раствора добавим. И вот такая вот меламиновая губка поможет, если на пульте есть пятна. И, кстати, давайте проверим. Хрен знает, из чего эту губку делают, но зачастую она со своими задачами справляется. Вот, например, как видите, здесь есть темные пятна. Они вытираются. До этого я тер их обычной микрофиброй, они не вытирались. Как эта фигня это делает, я не понимаю. Но вот именно на вот таких вот пластиковых поверхностях, на плитке, блин, оттирает просто шикарно. То есть, если у вас, скажем так, что-то пластиковое вымазалось в непонятные цвета, просто берете, вот смотрите, здесь была черная полоса, я ее тер, не мог оттереть. Берете вот эту ерунду меламиновую, она оттирает. Итак, разбираем. Для этого нам понадобится маленькая отвертка. Желательно, чтобы концы, вернее, не желательно, а обязательно, чтобы они были заполированы. Иначе, будете просто повреждать пульт. Не очень красиво это все выглядеть будет. В принципе, можно любой пластиковой картой точно так же открыть пульт. Давайте начнем. Все это дело попробуем сделать с помощью пластиковой карты. Просто ведете с краю. Не переживайте. Вы вряд ли сможете с помощью нее сломать пульт. Не забываем вытащить батарейки. Думаю, что-то мешает. Не переживайте, все внутри на защелках и ничего плохого вы пульту сделать не сможете. Если постараетесь, конечно, сможете, а если аккуратно пластиком, либо отверткой, то вот это все дело без проблем открывается. Как видите, у Samsung идут проблемы с металлом, поэтому винтиков нету. Все это на защелках. Смотрите, в чем заключается чистка пульта. Вот эта вот плата, на которой контакты, которые замыкаются перемычками, клавишами, скажем так, они должны быть сухие и чистые. Вот
На некоторых клавишах я вижу жирок. Как он туда попадает, я не знаю, но это еще с тех времен, как пульты засовывали в кульки, такая фигня происходит. Можно пшикнуть любым спиртовым раствором, вытереть. Попробую вот этой ерундой. Вполне себе без проблем справляется такая губка. Если вы посмотрите, вот здесь вот много жирных пятен. Все это дело надо помыть. Как туда жир попадает, я тоже не знаю. Наверное, просачивается сквозь клавиши. Вот клавиши у нас идут сплошные. То есть, как попал туда жир, я не понимаю. Сейчас пойдем помоем мыльным раствором. Как вы видите, пульт стал на порядок чище. У данной чистки есть не только эстетическая сторона, но и практическая. Когда у вас сюда попадает много жира, точно так же жир попадает на вот эти вот контакты. И когда вы будете нажимать клавиши, они у вас вначале будут хуже срабатывать, а со временем могут перестать срабатывать, потому что, ну, естественно, жир плохо проводит электричество. Всегда чистый новый пульт приятно взять в руки. Сборку производим в обратном порядке. В передней части есть инфракрасный светодиод, для него есть вот такой выступ, поэтому я думаю, тут перепутать очень тяжело. При сборке смотрите, что пружинки попадают в правильное место, и после этого просто начинаете его защелкивать. Пульт чистый, красивый, можно пользоваться еще столько же, сколько вы до этого им пользовались. А дальше разбираем вот этот пульт. Не забываем, вытаскиваем батарейки. Видим винт. Винт выкрутили, но ничего не происходит. Находим слабое звено и начинаем отщелкивать. Итак, как вы видите, принцип одинаковый. Единственное, у товарищей из Канады есть винты, и они внутреннюю схему еще зафиксировали с помощью винтов. Грязи собралось порядком. На удивление, все контакты здесь чистые. Честно говоря, я даже удивлен. Снимаем клавиши. Так, а теперь нам нужно аккуратно вытащить LCD дисплей. Как видите, везде нужно быть аккуратным. Оказывается, LCD дисплей поднимался очень легко с другой стороны. И вот я немножечко повредил один крепеж. Ну, не критично, я думаю. Итак, все это безобразие моем и собираем. На всякий случай протираю контакты. Конечно, желтый цвет мы не убрали, но всю грязь, которая скопилась на пульте, мы убрали. Стекло стало, как видите, тоже чистым. Надеюсь, оно еще при этом работает. Да, как вы видите, дисплей работает. Промывал я эти части обычной поролонкой, которая была в мыльной воде. И все, то есть смывается все идеально. Пульт максимально становится чистый. Ну, и его, в общем-то, приятно брать в руки. Вот этот пульт мне тоже не очень нравится. То есть на нем осело очень много пыли. Хотя, честно скажу, пользовался им очень-очень мало. Давайте попробуем разберем. В данном пульте товарищи производители Pioneer, конечно, заморочились. Сделали немножко не так, как везде. Пришлось с помощью пластиковой карты это все дело открывать. Пульт от Pioneer мы также вскрыли, но здесь нужно действовать абсолютно с другой стороны. То есть открывать не сбоку, а начинать открывать вот отсюда, с нижней стороны.
там где надпись «Пионер». Иначе, так как я открыл сбоку, верх также снялся, а здесь очень тяжело открывалось, пришлось захлопнуть и открыть вот отсюда. Зачем вот это вот делается, не понимаю. То ли пульты на самом деле одноразовые, и никто не подразумевает, что их будут разбирать. Моем. И пока пульт от Пионера сохнет, перейдем к самому сложному пульту. Возможно, самому простому. Идет и с Bluetooth, он идет и с инфракрасным портом, он идет и с микрофоном, он идет и с гироскопом. Ну, в общем, довольно-таки интересный пульт. Открывается он схожим образом. Для этого вам нужна пластиковая карточка. И вот, собственно, его внутренняя плата. Так как данный пульт не особо-то и загрязнен, с ним обойдемся проще. Верхнюю поверхность вытрем микрофибровой тряпочкой. Вот эти вот соединительные части также протрем, куда попала грязь. Ну и, собственно, на этом закончим, потому что полностью разбирать я его смысла не вижу. Здесь нужно отсоединять один шлейф, и скорее всего внутри будет еще один. Когда в этом нет необходимости, нет смысла полностью разбирать. Ну, если все-таки соберетесь разобрать, просто вот отщелкивайте вверх вот эту черную заглушку и снимаете шлейф. Так как данный пульт у нас держится в основном на 4 винтах, естественно, не забываем их вкрутить. С помощью микрофибры мне удалось его, в общем-то, очень быстро привести в порядок. В более тщательной чистке не нуждается. Вот таким отличным образом будут выглядеть ваши пульты после того, как вы их почистите. Так что, если у вас пульт очень вымазался или плохо работает, не спешите покупать новый. Все пульты с помощью пластиковой карты и отвертки легко разбираются. Вы их сможете почистить. Не забывайте промыть спиртом контакты. И ваши пульты будут служить вам еще долгое время. Кому данное видео было полезно, не забываем, подписываемся,